Всем здравствуйте, с вами доктор Носова Елена, врач-нутрициолог с практическим опытом уже более 25 лет. Прошлое видео было на тему «Как бороться с лишним весом в зимнее время», и я говорила о необходимости приема клетчатки, увидела вашу заинтересованность и, как обещала, это видео про псилиум. Кроме того, я считаю нужным о нем рассказать, потому что, когда человек ко мне обращается на консультацию, я всегда даю ему перед этим возможность заполнить анкету с вопросами. Для мужчин это 60 с лишним вопросом, для женщин это 80 с лишним вопросом. Но в любом случае во всех анкетах у меня есть один и тот же вопрос. Это что вы на момент обращения к доктору применяли, какие фармацевтические препараты, какие биологически активные комплексы, витамины, минералы. И я часто вижу, что человек использовал псилиум. Поэтому хочу в свою очередь с вами поделиться информацией, что такое псилиум, так ли он полезен, как об этом говорят и пишут, и как часто его нужно принимать курсом или постоянно, утром или вечером, какой мы можем получить эффект. Итак, псилиум – это шелуха подорожника, но не тот подорожник, который мы с вами, вот листик его в детстве прикладывали к ранке. Это особый вид подорожника, и применяется он зачастую как источник клетчатки и как растительный слабительный препарат. И действительно, у пациентов с запорами за счет содержания клетчатки, за счет каких-то других своих свойств, псилиум облегчает акт дефекации, то есть, иначе говоря, поход в туалет становится более комфортным. Но какие здесь существуют «но» и вопросы к этому препарату? Во-первых, это биологически активная добавка, то есть он используется как ингредиент в БАД. А мы с вами знаем о том, что контроль за оборотом биологически активных добавок в странах СНГ, то есть в бывшем постсоветском пространстве, он достаточно слабый и желает быть лучшим. Поэтому, когда вы покупаете баночку с названием «биологически активная добавка» и непонятным составом, вы не можете быть на 100% уверены даже в том, что состав его достоверно соответствует тому, что заявлено, тому, что написано на упаковке. И когда вы покупаете БАД, у которого практически нет никакой инструкции, там не указаны никакие побочные эффекты, вы думаете: нет никаких побочных эффектов, значит, это хороший препарат. Но на самом деле все обстоит с точностью да наоборот. Почему у лекарственных препаратов такие огромные инструкции, где вы можете прочитать большое количество противопоказаний, какие есть нюансы и где нужно с осторожностью применять, какие могут быть осложнения. Там все это написано, потому что эти препараты достаточно очень подробно изучены на различных клинических испытаниях и в абсолютно разных категориях пациентов. То есть это могут быть как пациенты с заболеваниями почек, так и пациенты с заболеваниями печени или теми и другими заболеваниями, или вообще здоровые. Да? То есть в разных категориях испытывается, вернее, в разных категориях проходили эксперименты и опыты. Поэтому, если есть много противопоказаний, когда нужно препарат этот применять с осторожностью, у него много побочных эффектов, это говорит о том, что этот препарат достаточно досконально был изучен. У БАДов масс-маркет, middle market вы такого не увидите. Масс-маркет точно. БАДы, которые помогают от всего и при этом ничему не вредит. Это как раз дешевая линия масс-маркет. На самом деле этот процесс просто не изучен. То есть не изучен он досконально, как вообще влияет на организм этот продукт. Может, еще хуже будет после его приема. И так правило зачастую происходит, и вы наверняка читали, слышали в средствах массовой информации, или, возможно, вам даже знакомые об этом рассказывали, что после приема того или иного какого-нибудь продукта, биоактивного комплекса, человеку стало плохо. Вплоть от банального легкого отравления до токсического гепатита. Я, как практикующий врач, с этим сталкивалась. Мне рассказывали мои пациенты, что у них были какие ухудшения и даже те же случаи токсического гепатита. Так происходит именно потому, что человек имеет дело с биологически активной добавкой линейки масс-маркет, и когда тем более он еще использует это долго на постоянной основе. Ведь вы знаете, что есть такие вещи, которые говорят, омега-3, витамин D3 нужно пить постоянно, к примеру, или долго, чтобы был результат. И если это категория продуктов, скажем так, небезопасных, то хорошо, если это просто пустышка. В худшем случае от этого может быть беда.
вплоть до таких серьезных летальных исходов. Поэтому важно выбирать, конечно же, БАД из категории профлинейки, которые проходят клинические испытания, и у них есть соответствующие сертификаты. Вот, нужно быть осторожным в плане выбора и осведомленным. Какие покупать, какие не покупать, какие качественные, какие эффективные, безопасные. Нужно ориентироваться в сертификатах. Следующее «но» по поводу псилиума касается его эффективности. Потому что, в первую очередь, конечно, этот препарат используется как источник клетчатки, как растительное слабительное средство. В принципе, большой разницы, какое будет выбрано средство в качестве слабительного, не имеет никакого такой особой роли, вот, потому что вы не решаете проблему. То есть запор – это симптом, и вы занимаетесь симптоматическим лечением. То есть, если у вас, например, какой-то момент нет стула, там это временная ситуация, то тогда да, пожалуйста, вы можете использовать как источник растительного слабительного псилиум, например, да. Но если у вас хронические запоры, то помните, запор – это всего лишь симптом, и вы не решаете проблему глобально. Всегда нужно в случае с хроническими этими проблемами запора разбираться досконально, что привело в вашем случае именно к этому симптому. Вплоть до таких случаев, когда у ряда моих пациентов я выявляю психологические проблемы, с которыми связаны запоры. И есть у меня на канале несколько видео, в частности, я рекомендую вам посмотреть видео о синдроме раздраженного кишечника, СРК, где я эту тему более глубже раскрываю. Дальше, естественно, как правило, это физиологические проблемы и нарушения в питании. И 99% пациентов, когда выстраивают нормальное, здоровое, сбалансированное питание, о котором мы сейчас с вами подробно поговорим, вопросы с запорами, они закрываются. Итак, псилиум используется как источник клетчатки, возвращаемся. На одной чаше весов он находится, неизвестно какого качества, на другой чаше весов находится нормальное количество овощей и фруктов. И как нам рекомендует Всемирная организация здравоохранения, нужно ежедневно использовать 5-6 порций овощей и фруктов, желательно, конечно же, с низким содержанием фруктозы, сахарозы. Это то, что вам не навредит. И при этом покроет вашу суточную потребность в клетчатке. Еще раз, 5-6 порций из расчета, что одна содержит где-то порядка 80 граммов. Таким образом, вам, в принципе, дополнительно не нужно использовать клетчатку, в частности, псилиум. Следующее, что касается запоров, это и какие рекомендации нужно учесть для того, чтобы вам не понадобился дополнительный прием псилиума, это достаточное количество воды в рационе. И этот момент очень многие упускают, потому что думают, там говорят, что нужно столько-то воды принимать, Другие говорят, что не нужно столько воды пить. И человек думает, буду пить по жажде. И очень часто проблема запоров кроется всего лишь в одной простой причине. Это недостаточное количество воды в рационе. Ведь вся вода у нас всасывается именно в толстом кишечнике. То есть, когда пищевой комок, он проходит по всей кишечной трубке, доходит до толстого кишечника, именно там вся вода и всасывается. И если к этому моменту пищевой комок туда пришел в обезвоженном состоянии, организм ведь не может упустить эту важную для него воду. И этот пищевой комок доходит до толстого кишечника в обезвоженном состоянии. Кишечник выжмет его просто до последней воды. И вся эта вода реально там в толстом кишечнике, оттуда вся она всосется. Каловые массы таким образом становятся достаточно твердыми, грубыми, плотными. Буквально говорят каловые камни. И никакая перистальтика кишечника, какой бы он достаточно сильный у вас не был, ее не хватит. И дальше человек проходит в этой обезвоженности. И как только он восстанавливает суточную норму воды, восстанавливается консистенция пищевого комка, который доходит до кишечника и благополучно его покидает. Опять-таки, возвращаясь к клетчатке, нормальное количество ее в рационе очень важно еще почему? Потому что клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, то есть кишечник начинает сокращаться активнее, при этом будет активно продвигаться пищевой комок,
да, вот все это содержимое, и с легкостью выходит на выход. И повторяю, 5-6 порций овощей и фруктов в день, если это технически невозможно сделать, ну вот я, например, не могу технически это сделать в дороге, да, в поездке, когда я нахожусь. Я не могу это даже сделать в домашних условиях, потому что 5-6 раз в день я точно вот не съедаю вот те необходимые по 80 грамм каждой клетчатки. И поэтому я для себя вышла из положения. У меня дома есть комплекс, вот не просто псилиум, да, а комплекс сбалансированной клетчатки, которая в себе содержит как растительную, так и нерастительные вот пищевые волокна. И тогда я использую там чайную ложку или столовую ложку, можно длительно применять, и будет только хорошо, потому что там много чего полезного она выполняет, еще и функции сорбента, ну, об этом отдельная история. Вот. То есть следующее, что важно, это употребление в достаточном количестве растительных нерафинированных масел в еде. В сыром виде обязательно мы используем растительные масла, вот экстра virgin, то есть мы добавляем их в готовую еду. То есть не нужно на маслах вот, тушить, там, готовить, выпекать, печь и так далее. Всего этого делать нельзя. Почему? Потому что когда масла термически подогреваются, да, то вот все вот эти вот, ну, они выделяют канцерогены, такие вещества, которые будут способствовать развитию онкологических заболеваний. Поэтому обязательно нужно класть растительные масла уже в готовую еду. Таким образом, чего мы добиваемся? Вот на эти масла, на жирную еду, на масла именно в перемешку с едой, да, не нужно вот отдельно принимать по утрам масло. Вот на все это будет происходить стимуляция перистальтики кишечника, и за счет чего? Потому что будет это все стимулировать сокращение желчного пузыря. Желчный пузырь сокращается, желчь вся выплескивается в двенадцатиперстную кишку, и таким образом очень идет активный процесс пищеварения. Получается хорошая как раз перистальтика. И вот такие активные процессы пищеварения в двенадцатиперстной кишке, они в последовательности запускают волну перистальтическую на нижние этажи, на ниже лежащие отделы кишечника. Следующий момент – это натуральные пробиотики, то есть продукты, которые способствуют нормализации микрофлоры вашего кишечника. Это тоже очень важно для нормальной перистальтики, нормального пищеварения и чтобы, соответственно, не было у вас запоров. И в первую очередь это что? Это кисломолочные продукты. Это творог, это йогурт, это домашний йогурт, натуральный, без добавок, без усилителей вкуса. Кстати, его очень быстро можно дома приготовить. Если нужно, опять же, отдельная видеоинформация, потому что я часто сама использую этот продукт, и я его сама готовлю, я могу с вами также в будущем поделиться, напишите в комментариях. Вот. Следующее – это сыры. Это качественные твердые сыры. Это также источник, суперклассный источник пробиотиков. Это ферментированные продукты, это квашеные овощи, квашеная капуста или моченые яблоки, да, например. Вот все это в процессе брожения, ферментации, когда квасится, вот когда бродит, да, вот как раз этот продукт в этот момент становится пробиотическим. И там, кстати, есть также и пребиотик, и метабиотик. Чем они отличаются? Пробиотик – это живые микроорганизмы, да, микрофлора. Пребиотик – это пищевые волокна, которые являются питательной средой, а метабиотик – это продукт жизнедеятельности именно этой полезной здоровой микрофлоры. И вот это все реальные суперфуды, это то, что вам не навредит, это то, что будет при этом стимулировать перистальтику и будет нормализовать микрофлору и является хорошим источником клетчатки. Вот, хочу подытожить. Псилиум в некоторых случаях небезопасный БАД, помните об этом. Это достаточно грубая субстанция. Хорошо, если это шелуха семян подорожника. Бывает так, что это просто семена разного степени измельчения, поэтому грубая, да, вот субстанция. И это будет повреждать ворсинки вашего кишечника. Если вы даже применяете этот препарат, то, конечно же, нужно понимать, что это слабительный препарат прежде всего, да, и он не пьется на постоянной основе, ни в коем случае. Курс этот может быть 2 недели, максимум 3 недели. Один раз вечером запивать, подчеркиваю, достаточным количеством воды, потому что если человек не пьет достаточное количество воды и еще и не запивает клетчатку, то он столкнется еще более с ухудшением запоров. Вот. Кроме того, вы никогда не принимаете отдельно клетчатку в период обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта, тем более острые заболевания.
И вы точно должны знать, что у вас нет непроходимости или синдрома малябсорбции кишечника, то есть нарушения всасывания кишечника. Вот. И это обязательно нужно понимать, что выбирать только профессиональные бренды с сертификатами качества, где все четко по полочкам, и по сертификатам качества тоже можем отдельно с вами обсудить. Напишите в комментариях, если у вас в этом вопросе пробел, и если вы хотите, чтобы я поделила с вами именно видео, на какие сертификаты я опираюсь при выборе БАД для себя и для своей семьи, тогда, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Если я увижу много желающих, я сниму отдельное видео для вас. Благодарю вас за просмотр этой информации. Если вам понравилось, подпишитесь на мой канал прямо сейчас, чтобы быть в курсе новых видео, новой полезной информации. Жмите для этого на колокольчик, вы будете получать уведомления о каждом моем обновлении. Ваша поддержка для меня ценна и важна. Я всегда рада видеть вас на своем канале. До встречи в следующих видео. Помните и заботьтесь о своем здоровье.